Если вы хотите знать, что такое биткоин, да, или хотите это, пожалуйста, прогуглите это по-английски и используйте переводчик. Лучше ошибка переводчика, чем ошибка системы. Всем привет, это Кришталь, и вы смотрите передачу Real Eyes на канале Crypto Dealers. Сегодня в гостях у меня легендарная личность, легендарный человек, SEO компании Chronobank Сережа Сергеенко. Сереж, привет. Привет, хай-файв. Я еще хотел бы добавить несколько, скажем, компаний, в которых ты работаешь и в которых ты являешься или соучредителем, или учредителем, или просто партнером, но об этом немножко попозже просто пообщаемся. Да. Вот. Как ты долетел в Сидней? Как тебе вообще Москва? Нравится ли тебе Москва? И почему мы с тобой не встретились в Украине? Окей. Москва прикольно, конечно. То есть, правда, погода не сиднейская нифига. То есть я вылетел, когда было 35, по-моему, по Сиднею, я прилетел сюда, там было минус 3, по-моему, и снежок. Москва прикольный город, но слишком быстро здесь все, и слишком много дел здесь, потому что со всеми надо встретиться, все надо сделать. А так, да, прикольно, мне нравится этот город, но, скажем так, вот сразу на этот. Плохо, что семьи здесь нет, да, то есть я очень часто путешествую, но Москва мне нравится меньше, чем Киев, скажем так. Расскажи про Chronobank. Я попытался прочитать белую бумагу Chronobank еще даже в запуск ICO, это было приблизительно почти год назад, если не ошибаюсь. Даже больше сейчас уже. Даже немножко больше. Я пытался понять вообще, что такое Chronobank, зачем он нужен и для чего он создан, но я просто понял, что это некая... Да, и ты не один, кстати. Да, я просто понял, что это некая биржа рабочего труда. Это, смотри, есть такое понятие time banking, да, то есть это когда ты свое время рабочее не меняешь в фиат для того, чтобы потом тратить, а ты сразу его тратишь. То есть эта концепция не новая, эта концепция там больше 200 лет. И мы считаем, что она более честная. Проблема раньше была, то есть, допустим, в коммунистической доктрине, там, Карл Маркс и так далее, да, там, labor theory of value, да, то есть, я не знаю, как по-русски это. Там сказано, что на самом деле там что-то должно стоить столько, сколько было потрачено времени на производство этого, да, то есть, соответственно, сразу менять, то есть цену не основывать не на том, что кто за нее может заплатить или хочет заплатить, а на том, сколько это было потрачено ресурсов это произвести. Ясно, понятно, что это было во время периода индустриализации, потому что если бы это на самом деле было сейчас так, тогда бы iPhone тот же стоил чем месяц, да, потому что там очень мало человеческого труда, и причем он дешевый. Вот, но что мы пытаемся, в Советском Союзе были трудодни, допустим, да. Мы пытаемся сделать так, чтобы в 3 словах убрать издержки с процесса выдачи зарплат людям. Вот так. То есть, это что значит? Сейчас, допустим, зарплаты выдаются раз в месяц. Да? И раз в месяц это сразу ставит сразу народ рискует тем, что их просто надурят. Понимаешь? То есть и в России, вот в Украине, кстати, и во многих странах не первого мира, да даже в странах первого мира, это на самом деле проблема. А если бы, допустим, ты подработал час, и у тебя сразу упало твой заработок в любом эквиваленте на твою карточку, это было бы прикольно. И использовал Chronobank, и человек-часы и так далее, мы пытаемся это так сделать. То есть, условно, постоянная зарплата, то есть исключить, допустим, исключить саму концепцию зарплатного дня, payday. И если мы делаем инкремент твоей работы, скажем так, меньше, то у тебя, как у работника, появляется больше возможность торговаться с ним. То есть это что значит? Когда ты, допустим, на Западе торгуешься, тебе дают salary, да, то есть тебе дают годовую зарплату, и ты либо соглашаешься, либо нет. То есть и за год можно предположить, что ты можешь стать теоретически в 2 раза лучше. Но твой salary, из-за того, что это большой кусок, очень трудно торговаться с этим, твой salary, ты не сможешь даже об этом заговорить в течение этого года. То есть, соответственно, тебя, если честно, в течение этого года могут эксплуатировать. Сказав, это просто усреднили всех, да, то есть есть кто лучше, есть кто хуже. Мы также пытаемся сделать так, чтобы каждый человек был ответственный за их работу и за именно час, чтобы он его мог продать именно, когда он захочет. И, условно, фриланс-модель для всех профессий. Потому что мы считаем, что фриланс-модель хороша,
И потому что там она очень хорошо, очень быстро определяет, кто хороший, и почему он должен платить, почему ему надо платить много, и кто плохой, и почему ему должно платить мало. И тот, который плохой, естественно, у него есть постоянная мотивация стать хорошим. Вот и все. Ты сказал по поводу индустриализации. Как Да. ты думаешь, возможно ли в будущем некая индустриализация криптовалютного сектора с помощью войны? Я вот смотри, насчет войны, я надеюсь, что криптовалютный сектор ударит сильно, и мы обойдемся без войны в этом случае. Естественно, всем понятно, что с такими раздутыми там, бюджетами государств, с такими раздутыми там, это долгами везде и так далее, да, мы стоим уже как бы очень сильно на грани этого, да, и очень то, что в мире происходит, на самом деле уже чувствуется, что что-то нездоровое. Но я надеюсь, что в очередной раз, в смысле, человечество в этот раз все-таки будет умнее, и избежим непонятные, ну, в смысле, войны для того, чтобы стереть долг Америки или всех других стран, из-за того, что ошибки банкиров, условно. Понимаешь? Я надеюсь, что криптоиндустрия нам в этом поможет. И я как бы всеми своими там силами лоббирую за то, чтобы народ как бы на секунду задумался, что вообще здесь происходит. Вот и все. А насчет как бы, ну, война, видишь, опять же, я был в Катаре недавно, и сказать, что там ребята очень позитивно смотрят в будущее, это ничего не сказать. То есть они очень негативно, да, смотрят. И они нашли где-то в Коране там какие-то эти предсказания того, что там, знаешь, в течение 2 лет как бы Ближнему Востоку будет там что-то, ну, очень-очень плохо в течение 4 всему миру. То есть вот это как бы, это очень. И когда тебе это говорит там шейх, который владеет там 5 банками в регионе, ты начинаешь задумываться об этом. Ух ты. Да, ух ты. По поводу масштабируемости в целом. Что ты можешь сказать по поводу котиков, которые вышли на эфире и которые положили просто нахрен всю сеть? Это пипец. Вчера вот я с Варламом записывал видео, да, и оно просто, криптокотики это жесть. Это показывает, что знаешь, как бы это просто пипец. Понимаешь, я не могу поверить, что это произошло. Почему? Ну, это абсурд. Как ты думаешь, кто это сделал? Там неизвестно ради, там вроде кто-то, есть команда, которая это сделали. Да, вот знаешь, я очень много читал по этому поводу, потому что я понимаю, что эфиру из-за этих котиков, из-за подобных, скажем, вещей или программ, или игр, которые могут выходить на эфире, на смарт-контракте, эфир может лечь надолго. Ну, естественно, ну прикол в чем, что поэтому Виталик и команда работают над тем, что там применить там Lightning Network и все вот это вот, понимаешь? Ну, То ждем есть плазму. и шардинг. Плазма. Да, Ждем ну плазму. вот естественно, да. И вот и все эти как бы новшества, которые они собираются внедрить, поэтому как бы с нетерпением ждем этого. Ну понимаешь, ну эфир, знаешь, вот народ и говорит, там, знаешь, вот есть там другие блокчейны, которые там смарт-контракты там уже на них почти есть или там уже есть там и так далее. Но фишка в чем, что как бы у эфира что есть, у него есть офигенный бренд Power. Но сказав это на самом деле может оказаться и негативным. То есть если, не дай бог, с Виталиком что-то случится, то эфир тоже ляжет. То папа будет за ним следить. Ну да, с папой Виталика лучше не спорить. Согласен. И с точки зрения как бы, именно размера, он не зря тоже такая. Он кстати, большой, Дима, да? Кстати, Димов, привет. Да, Дим, я с тобой не знаком, но тоже привет тебе. Да. Не, он, как бы папа Виталика классный. Ну прикол в чем, что на самом деле, понимаешь, сейчас мы говорим о очень больших деньгах, есть как бы, и как теоретически надо думать о всех вещах, и как бы, и с одной стороны это очень хорошо, что есть человек и команда, которые именно вот это делают, а с другой стороны это очень плохо. То есть смотри, вот, например, я продолжу даже мысль. Вот недавно, вот на днях буквально началось, что ребята начинают уже, ну вот естественно, фьючеры мы говорим, обсуждаем, да, вот на Чикагской бирже. И сейчас начались прикольчики с обсуждением put-опшенов. Да? То есть put-опшен, мы знаем, что такое, да, то есть это игра на понижение. То есть ты можешь купить по определенной, ты можешь продать по определенной цене, да? Так, подожди, да. Да. Ты можешь продать по определенной цене. То есть, если цена падает, ты все равно продашь по цене X, допустим, да? Вот. И проблема в чем, что я сейчас вот разговаривал в Австралии с инвестиционный банк, называется Macquarie банк. Кстати, насчет Украины, они там, было время, когда они владели там большинство пастбищ. Ну, как у них там нельзя было владеть, но де-факто они владели большинство пастбищ Ангус бифа в Украине. Угу. И всякими там миндальными деревьями там, и так далее. Ну, это другой разговор. Вот, я, кстати, с ними поэтому работал, было дело. Ну, неважно, это, короче, самый большой инвестиционный банк Австралии. И директор этого банка в прошлом, я сейчас буквально с ним разговаривал, он говорит, ты понимаешь, что происходит. То есть, если ты играешь на понижение с put option, то есть, если, допустим, там, не знаю, ну давай, какой-нибудь инвестиционный банк закупает очень много put option'ов на это дело, да, и выпускает, допустим, какую-то непонятную новость, и цена валится,
то существует очень мало как бы инструментов, которые там помогут традиционным криптоинвесторам до этого момента противостоять вот этим ребятам, потому что у этих ребят как бы баланс щит, да, ну как это, он, как и баланс щит, как по-русски называется, не знаю. Ну, короче, у этих ребят, скажем так, ассетов побольше, чем у всех нас вместе взятых. Конечно. И то есть здесь просто и происходит, можно просто это все нахрен убить, понимаешь? Но фьючер же будет не поставочный. В смысле? Как бы цепь блокчейна не будет Так тебе, трогаться. это не важно, ты играешь на цену, понимаешь, что есть цена, если такая, ты ее залочил по такому, ты как бы ее рушишь специально, вот все. Как ты думаешь, Роджер Ver еще раз будет пампить биткоин кэш? Это был пиздец, конечно. Я надеюсь, что нет, но это был пиздец. Я был в шоке. Я тоже, я был в 4 шоке. недели назад я Да, просто понял, одну что ты историю биткоин... знаешь, одну ты знаешь эту историю. Конечно, Да, это пиздец. конечно. Просто был. Я просто понял, что биткоин, скажем так, блокчейн биткоина убить невозможно, но застопить его и заморозить его достаточно просто. Но проблема в чем? Что, помнишь, смотри, вот это произошло, ты народу рассказывал, что вообще произошло, да, там? Ну, То есть там, я не рассказывал, да? я просто знаю, я Да. понимаю, что может произойти, что происходило. Там заблокировали всю сеть маленькими транзакциями с маленькими физ, правильно? После этого двинули 300 миллионов долларов, и, да, после этого двинули 300 миллионов долларов из битков аккаунтов, которые 5 лет были дормант, да, и просто двинули на покупочку этого всего, понимаешь? Да. И когда биткоин кэш, который все, естественно, слили при выходе его нахер, когда он достигает 53% битка, начинается небольшая паника, знаешь, даже такие, там, я не знаю, там инвесторы со стажем начинают уже думать, что же вообще здесь происходит. Потому что парити битка и биткоин кэша — это очень-очень опасная ситуация, понимаешь, потому что после этого может все как бы закончиться, ну, битком, понимаешь? Конечно. Почему? Потому что, видишь, Роджер Ver в том числе владеет bitcoin.com. То есть те новые люди, которые, допустим, приходят, они не будут набирать bitcoin.org, они будут набирать... Или блокчейн-инфо. Ну да, или блокчейн-инфо. Они будут набирать биткоин. И биткоин.com индексируется очень рядом с оргом. Понимаешь? Как ты думаешь, многоходовка Вера будет большая? Да, но мне кажется, в смысле, уже как бы цены уже не такие, и он потратил свои ресурсы сильно. Я думаю, что есть еще. Не, есть еще ресурсы, но их сейчас в разы надо больше будет. И прикол в чем, что сейчас из-за этого получилась негативная пресса против этого, и как бы ходлы распутают ходл. По-любому. Понимаешь? То есть это да. То есть, ну, в смысле, многоходовочка, естественно. То есть, ну, видишь, биткоин кэш. Здесь проблема-то в чем? Я вот общался, помнишь, австралийца, как его зовут? Австралиец, который сказал, что он Сатоши. Ну, ты знаешь, о ком я говорю, да? понял, о ком ты говоришь, да. Да. Я забыл. Ну вот это, кто понял, будет да. редактировать, там назовите его имя здесь, вот я просто не помню его имя, да. Вот я с ним, кстати, спорил. Я был в Сиднее метап, и он говорил там, все, биткоин кэш, туда-сюда, бла-бла. И он все-таки держится той теории, что он на самом деле Сатоши, да. Я думаю, он просто как бы пиздобол. Ну ладно, похер. И понимаешь, здесь прикол-то в чем, что либо здесь надо верить, либо в одно, либо в другое. Понимаешь, если мы говорим, что вот я, например, такого мнения, что биткоин, он существует, да, может для сохранения богатства, да, или для диверсификации традиционных рисков. Это вот биткоин, да. А здесь же народ как бы другой, как бы лагерь, включая Роджера, да. Это биткоин существует для того, чтобы им расплачиваться, для того, чтобы сохранение богатства тоже, для того, чтобы смарт-контракты на это повесить. Они, знаешь, и он на самом деле мне говорит, знаешь, все у нас в биткоин кэше, там все, смарт-контракты можно повесить, все. И понимаешь, и все заменить. Но фишка в чем? Ни разу в жизни, ни разу в мире не было такого, что одно что-то за все отвечает, понимаешь? То есть золото, допустим, было для сохранения богатства, им либо платить, либо сохранять. Понимаешь? Так вот. Понимаешь, ты не можешь как бы один инструмент для всего. И как бы я такого мнения, что как бы вот биткоин есть, и ему не надо иметь там миллионы транзакций. Потому что для этого есть, опять же, мало валют, Dash. допустим. Вот Dash. Dash очень транзакции. хороший. Да, у Dash очень хороший инструмент для этого дела, понимаешь? Ну, там NEM, допустим. Да, там как бы они нормально там держат, понимаешь? Да. И с доработочкой, как бы для смарт-контрактов существует эфир, да, там есть проблемы, но у эфира есть очень большое количество тех ребят, которые это поддерживают, и эти ребята мега умные, и они там по причине того, что эфир это как бы перспективно. Включая, кстати, нас. То есть мы как бы мы верим в эфир очень сильно и верим в его как бы маркетинг power. Да, то есть, вот. И в смысле на данный момент как бы хорошей альтернативы ему нет. Да. Некий proof of authority. Proof of authority это как бы там это уже другой этот. Ну а тут это тоже работает с Виталиком. Ну да. Виталика считают богом. Ну да.
Но вот это нас получает быть exposed, ну, в смысле, это нас делает очень-очень, как называется, On English. exposed? Нет, это нас делает очень-очень ранимыми с рисками того, что опять же с Виталиком не дай бог что случится, да. То есть вот как бы такого типа, понимаешь, и здесь как бы вот видишь, у меня как бы профессия вот, оригинальная, да, это страховка, и как бы я люблю смотреть на риски, что произойдет. То есть смотри, как можно обрушить биткоин, и без шуток это вот может случиться вот завтра, если начнут кошельки Сатоши, Да. выкинут ордер на 0,1 цента, И все. до свидания, Да. в момент причем. Понимаешь, вот если движение будет с любого кошелька, Сатоши вот из оригинальных кошельков, то до свидания. Я думаю, что с Сатоши кошельком не будет движений. Главное, чтобы не было супер больших движений. Но с кошельком. смотря кто есть Сатоши, Никто не знает. но You в том-то never и know. дело. В том-то и дело, понимаешь, некоторые люди говорят, что это проект чей-то. Ну да. Понимаешь, но вот в этом случае это можно будет пропылесосить себе бабло человечества. Очень интересный момент был, когда я не помню, у кого спрашивал, как ты думаешь, кто такой Сатоши Накамото, и мне сказали, что Сатоши Накамото был придуман искусственным интеллектом. И биткоин был придуман тоже искусственным интеллектом. Ну, вообще жесть. Не, фигня, мне кажется. Да? Конечно. Но на самом деле это все очень просто. Биткоин на самом деле очень простой. Ну, Даже для ну, в понимания. смысле, здесь прикол-то в чем, что да, он очень простой, но, конечно, как бы, как говорят, все гениально просто, да. Ну, ты попробуй придумай такое, понимаешь, то есть искусственный интеллект, он, конечно, молодец, да, но там, скажем так, кроме распознавания, допустим, там лиц, но на самом деле, как бы, качество искусственного интеллекта на данный момент не очень хорошее. Вот я обсуждал с ребятами, там, допустим, искусственный интеллект, и он еще не там для того, чтобы придумать что такое, понимаешь. Сказав это, вот криптовалюта, и как бы я очень верю в искусственный интеллект, да, соответственно, вот один из наших проектов, ну как назовем это проект партнеры, да, это вот Singularity, который сейчас вот очень трендит, очень хорошо, София, да, и там как бы, ну, там, чтобы народ понимал, да, что это open source искусственный интеллект, это, кстати, уникально. На блокчейне. На блокчейне будет marketplace. Только marketplace. Разве ее искусственный интеллект не на блокчейне? На данный момент нет. Угу. Да. Потому что я почему-то думал, что ее именно искусственный интеллект на блокчейне. И все данные, которые записываются. Не, сейчас нет. Сейчас нет, почему? Ну, по одной простой причине нет достаточного блокчейна, который достаточно, как бы... В эфир, прикинь, загнать. Ну вот, это все, все, до свидания, да. Спасибо, Саудовская Аравия, за это, все, до свидания. Да. Все, извините, котики проходят мимо. Да. Блин, Прости, у меня лапки. Ой, даже лапки. Да. Слышишь, а расскажи мне, как она получила гражданство? Ты знаешь, для прикола просто. Понимаешь? Просто. Ну, конечно. Просто for fun. Но, блин, это сработало. Это сработало, об этом кричат все. И Ну, кричали это все. самое, кстати, я слышал, что это мировой, как бы это мировая новость получилась. Да, да. Это самая главная новость в мире по технологиям. Я вот Это читал невероятно. этого года. Это Да. капец просто. Потому что я вот ее таскал в этом, здесь вот по Сколково, это нормально, прикольно. Я большой фанат. Я смотрел ее выступление на веб-саммите и чувака, который задавал ей вопросы. Ну, честно говоря, я бы задавал другие вопросы, намного интереснее. Да, понимаешь, прикол в чем, что вот в Софии что хорошо, там у нее есть, и, кстати, вот мне говорили, что в Алисе даже русской есть такая функция, да. То есть, что она на один и тот же вопрос может отвечать по-разному, да, это прикольно, то есть это уже как бы другое, да. Сказав это, то, что мы, допустим, сделали с Софией, когда привезли ее в Россию, да, и ребята там, ну, ребята с командой это сделали, это, кстати, было тоже достаточно уникально. Почему? То есть они за два дня научили русскому языку. Так, по факту, это вообще это показывает даже ну, потенциал всего этого, понимаешь, это как бы мега круто и мега прикольно. И здесь фишечка-то в чем, что София это просто олицетворение этого всего, да. То есть зачем роботу блокчейн? Это хорошо, конечно, да. Ну, в Софии здесь же, что создается на самом деле Singularity, да, это Marketplace AI. Это что значит? Допустим, ты какой-то, скажем так, ну, ботан. Я не говорю это в плохом смысле слова, и как бы я сам ботан, да, просто я как бы скрытный ботан. То есть я ботан, который еще умеет, там, я не знаю, там, парням на улице что-то рассказать. Понимаешь? Вот, допустим, ты ботан, и ты любишь роботов, да, и искусственный интеллект. И ты работаешь над этим, да, но для того, чтобы, допустим, тебе, ну, тоже робота строишь, да, и для того, чтобы тебе там модуль того, что моргание, допустим, в определенные моменты, да, для того, чтобы тебе это не строить, ты просто за, допустим, вот AGI, ты его покупаешь просто за AGI, за каждый action. Понимаешь, и все, и ты, соответственно, столько времени экономишь для того, чтобы продолжать это строить дальше. Вот и все. Понимаешь, и это, кажется, у него уникально. То есть это ускоряет человеческий прогресс в этом смысле далеко.
и быстро, ускоряет очень сильно. И проблема в чем? Что даже проблема, знаешь, сейчас говорят, что, вот, по-моему, мне кто-то говорил, что Илон Маск сказал, что там какая страна первая построит искусственный интеллект, та выиграет, это что такое, знаешь. Фишка в другом. Что это хорошо, что они там построят это. Но если мы сравниваем, допустим, с нынешними, и говорят, знаешь, там, это страшно, что искусственный интеллект придет. А вот мой вопрос, как бы он риторический. А на самом деле роботы все сделают так хуево в очередной раз или нет? И вот надо спросить. Как ты думаешь, роботы в дальнейшем или там в будущем, они будут, как это на русском, осведомлены? Я могу сказать осведомлены? Наверное, не знаю, что ты спрашиваешь, что можно на английском спросить. Будет ли у них подобие некого подсознания человеческого? Трудно сказать, но в смысле все к этому работают, понимаешь? То есть прикол в чем, что как бы, ну, трудно сказать, понимаешь? Потому что единственное отличие между человеческим мозгом и мозгом робота это подсознание. Ну, Что... self-awareness, Yes. да? То есть, да, self-awareness, ну, как бы все работают к этому, да. Ну, и вот, понимаешь, если бы мне кто-нибудь сказал, там, я не знаю, там, в начале, там, допустим, этого, как 20 века, да, в самом начале 20 века, что единственная абсолютная величина вот этой галактики — это скорость света, я бы сказал, вы, ребята, идиоты, потому что на самом деле это масса, да, ну так вот. Да. Это я к Эйнштейну говорю, там, это к теории относительности специальной. Вот. И если бы мне кто-то это сказал, я бы не поверил, понимаешь. Или кто-то мне сказал бы, там, не знаю, в 90-м году, что можно передать почту или информацию без почтальона или голубя, я тоже сказал, ребята, это абсурд. Или телеграфа, понимаешь. И также мне кто-то сказал когда-то, что можно передать ценность без банка или без нотариуса, но я бы тоже сказал, ребята, вы идиоты. Сюр. Ну, конечно. Понимаешь, и как бы и здесь получается, что здесь по факту то, что мы здесь делаем, мы просто ускоряем все процессы. Понимаешь? Это блокчейн, да, как инструмент, он снижает издержки передачи, он снижает издержки доверия в наших системах человеческих, да, и снижает издержки передачи ценностей от человека к человеку или от организации к организации, вот и все. Очень мало кто это понимает. Не, ну, понимаешь, как бы это так, но вот будем надеяться, что твое видео посмотрит очень много людей. Да. Понимаешь? И, кстати, ну, я думаю, как бы как после шоу за мной там много народу следит, и будем надеяться, что это как бы пиарнит его. Конечно, чуть-чуть, спасибо. Да. Да не, в смысле, как бы это на самом деле есть, понимаешь, и прикол в чем, что здесь надо, вот мы об этом, я думаю, позже вернемся, если мы не забудем, да, мне хотелось бы сказать о том, что вообще происходит в России, и я уверен, в Украине с этим делом. Это, кстати, на самом деле очень страшно, что начинается здесь. Скажи мне, ценность. Посмотрев твою передачу «Секретный миллионер», я понял, что раньше я понимал, что как бы для тебя может быть ценность, некие технологии, еще что-то, но ты открылся для меня просто с другой стороны. Я никогда в жизни не мог подумать, посмотрев на тебя, на твои татуировки, как бы, ну, пардон, на весь фейс, учитывая то, что ты еще из России, как бы у меня картинка складывалась одна, но посмотрев передачу, у меня сложилась абсолютно другая картинка. Почему ты не использовал крипту, когда ты был на передаче? Во-первых, смотри, вот здесь вот получилось так, что единственное условие, одно из очень важных условий того, что я там был, это дать тайма как бонус навесом к рублям. Что я и сделал. Вот, допустим, вот в передаче «Воздухоплавать», вот, которому на воздушный шар, это человек на самом деле умный. То есть у него в бане книги лежат, блядь, этому, как его, прикладная математика. Как его занесло вообще вот в подобную... Вообще пипец. Ну вот, но неважно. И ему я на самом деле дал тайма тоже. То есть и как бы, но никто этого не показал, я не знаю, там вырезали, короче, это. То есть я ему дал 500 000 рублей плюс крипту. Я хотел показать, что криптой можно как бы платить и криптой можно пользоваться, да. Вот. Ну, опять же, это вырезали. То есть, ну, как бы после драки кулаками не машут. Да. Но зато они показали, что как бы крипта это как бы, что крипта на крипте, допустим, ну, что я, допустим, из криптосообщества. И что показали, что на самом деле, что люди из крипты, скажем так, у нас получается, у всех криптовых ребят получается очень хороший образ в этой стране. Почему? Потому что это показывает, что мы не гондоны. Почему? Потому что я объясню даже, да, что обычно в России, да, из-за того, что если у человека есть деньги, да, он сразу же, ну и в Украине также, он сразу же подразумевается обществом, что он урод. Да. Понимаешь? И как бы и вот после этого шоу народ понял, что на самом деле не урод. Он может быть не урод. Понимаешь? Теоретически это возможно. Понимаешь? И, ну, видишь, народ, вот после шоу, допустим, мне там пишут и так далее, народ не понимает, знаешь, народ хочет, чтобы там, знаешь, я им объяснил, как
за 3 месседжа, как торговать, допустим, криптой. Но это же абсурд, понимаешь? Во-первых, я сам не умею это делать, понимаешь? И как бы делаю, знаешь, там, сегодня минус 25 битков, завтра плюс 25, понимаешь? Вот, я сам не умею это делать, этого раз. А два, для того, чтобы это делать, мы как бы херачим, вот, понимаешь? И ты, и все, кого я знаю в криптотусовке, знаешь, мы же херачим, извини меня, как бы, ну, знаешь, по 20 часов в сутки и больше. Понимаешь, по всему миру, знаешь, там просыпается Китай, вот у меня там, знаешь, там Сидней просыпается, это. А никто не думает, а народ хочет ходить там, знаешь, там, вот в России с этим проблема. Понимаешь, народ хочет без ответственности ходить на работу там с 9 до 5 дословно, да, и потом за это получает большие деньги. Но если ты на себя не берешь ответственность, и ты ни за что там не отвечаешь, понимаешь, ты не хочешь того, что там достичь, ну, блядь. Кому это надо? Если единственное, у тебя там работа, знаешь, там нажимание на кнопки на алюминиевом заводе, если что-то пойдет не так, как у Хомера Симпсона, да, против одного другой, ну ты должен получать за нее именно нажатие кнопки. И почему, вот опять же, возвращаясь к Хронобанку, что вот именно если ты за час свое время будешь продавать, это будет гораздо выгоднее. То есть почему? Отчасти, вот допустим, заводы в России, да, то есть здесь, понимаешь, здесь у государства очень большая проблема. С одной стороны, надо всех устроить, чтобы народ как бы не выходил на улицы, демонстрации всякие там туда-сюда, чтобы людям было чем заниматься. Но с другой стороны, как бы денег нет для того, чтобы неэффективных людей там держать. А заводы, вот, например, вот в разных там городах России, там, и опять же Украины, и многих стран, ну, кстати, на Австралии не так, я объясню почему потом, просто как бы держат народ для того, чтобы держать. Для того, чтобы сказать, что вот он работает, для того, чтобы он делал. А он может делать, знаешь, тупую работу. Например, на цементном заводе, где есть экскаватор, он может ведрами переносить цемент с одного места в другое. Хотя есть экскаватор. Понимаешь? Вот я работал на кроликовой ферме в этом, в Орле, да, Да. то есть одной из этих. То есть я говорю, хорошо, это поднято, почему туда нельзя поставить машину? А теперь смотри, дешевле, да, дешевле всегда взять человека в России. Это же абсурд. В наше время автоматизация получается дороже, чем взять человека. И причем никто не хочет, блядь, идти. То есть все говорят, что, как бы, знаешь, зарплата там 15 тысяч. Ну вот я вот на ферме кроликов, я говорю, окей, вот я поработал там, да. Ну не сказать, что хорошая работа, скажем так, да. Но если бы мне на самом деле херово было, да, но он платил 1000 рублей в день. За 1000 рублей в сутки я бы с удовольствием отработал на 2 месяца, для того, чтобы у меня было 60, для того, чтобы свалить, допустим, сюда хотя бы. Для того, чтобы там на первое время что-нибудь другое найти, понимаешь? И вот, и как бы и здесь такое дело. То есть здесь как бы из-за того, что вот это происходит, вот эта вся неэффективность и так далее, человеческого труда, он стоит здесь мало. Почему в Австралии такого не получается? Потому что там час человеческого труда стоит по минимуму, по закону, да, ну, блядь, там минимальная зарплата, посчитай, $17 в час. В час, блядь. Понимаешь? И там нет такого, что, допустим, ты работаешь, да, и, допустим, ну здесь вот, видишь, такой абсурд случается, вот ты работаешь, там, не знаю, там, сварщик какой-нибудь, да, вот мы сейчас смотрим, сварщик там случайно там что-то тыкнул там где-то, и у него штраф, ответственность на нем. Сварщик не должен быть ответственный он должен быть ответственен за свою работу, но он не должен быть ответственен за, допустим, время работы охеренное, что у него получается там то-то это. У него работа варить, не думать о том, куда там точку поставить лишнюю, понимаешь? А здесь получается, знаешь, там, если ты, допустим, там, я не знаю, там, ну здесь просто получается такое, как бы, как холопы, что ли, до сих пор, понимаешь? То есть к людям нельзя так относиться. Ну, в смысле можно, но просто мотивировать их надо другими методами. Например, вот опять же, что мы пытаемся сделать. Именно долларом, или, скажем так, рублем, или там криптой, или labor hour, но именно на тех условиях, где они хотят это делать, потому что их час. То есть, понимаешь, у многих людей есть проблема, что они думают, что они стоят большего. А мы пытаемся делать, да, если вы так думаете, пожалуйста, сделайте, покажите. И продайте свой час не за, условно, там, не $17 в час, как в Австралии, да, а покажите, что вы стоите 50. Понимаешь? Show me what you got. Ну, в том-то дело, понимаешь. И также, если вы там, и вот, и в смысле это очень мотивирует людей. Почему? Потому что это, на самом деле, им дает жизнь обратно. То есть, если бы ты работал, там, допустим, где надо работать 40 часов, да, 40 часов, и в офисе, допустим, секретарем, да, и ты как бы работаешь 40 часов, у тебя остается на все остальное, ну, сколько там, ну, вот то, что там остальное, да, Да. то есть 120 часов, да, получается, в неделю, плюс выходные, да, то есть 120 плюс еще 48, да, то есть 168. Очень сложно в часах считать, что никогда не считался в часах. Не, ну почему? Если ты 8 часов это треть этого, да, то есть, Да. соответственно, еще 2/3 это 120, плюс выходные, это так вот я считал. Да, точно. Вот. У тебя остается столько-то времени, да, ну, у тебя семья, там, дорога, туда-сюда. А прикол в чем, что, допустим, если у тебя работа, там, определенно, там, поднимать, там, телефон, или, там, не знаю, ты, если очень хороший человек, там, ты можешь за двоих работать, понимаешь, на самом деле. Ну, так бы с отдачей такой, что вот тебе вот это, блядь, этот час тебе будет стоить не X, допустим, а 2X или 3X. И если вот я как работодатель, потому что у меня компаний много, я бы с удовольствием платил за одного, блядь, который мне делает 2X или 3X, чем за 3X, который мне делает пол-X каждого.
Понимаешь, так подумать-то. И это очень логично. Это логично. В том-то и дело, понимаешь. И у всех была бы мотивация это делать. Вот и все. И вот что, кстати, Хронобанк пытается тоже сделать. Как вы собираетесь это все имплементировать? Это все звучит и выглядит очень круто, но это очень сложно для имплементации. Это да. Но мы как бы здесь это как бы длинный план. Мы хотим на уровне вот именно государств и начиная с третьего мира обосновать, что государствам это выгодно с точки зрения того, что вот именно через это делать, через блокчейн и постоянную это, чтобы потому что эти потоки государство может как бы взять себе, чтобы через себя условно, через блокчейн, правильно, и делать так, что вот там собирание налогов упрощается, накопительная пенсия упрощается, да, и страховка на рабочем месте тоже упрощается. Потому что все денежные потоки вот именно с зарплаты идут через тебя. Вот. И как бы мы попытаемся это объяснить на уровне законов государством третьего мира, особенно это очень, очень полезно. То есть когда ты начинаешь говорить людям, что теоретически возможно сделать вам пенсию, и ты это говоришь политику, да, и политик думает, нифига себе, если я в микрофон объявлю, что, допустим, в каких-нибудь там Филиппинах или в Вьетнаме появляется пенсия, это же знаешь, ему памятники будут ставить, понимаешь? Конечно. И вот, и у нас есть шанс это сделать, начиная с стран третьего мира, вот и все. На какие страны лучше всего обратить внимание в первую очередь? Мы обращаем внимание, во-первых, на Филиппины, да? То есть Филиппины, почему? Потому что там как бы президент очень, как бы, для людей, скажем так. То есть без шуток Дютерте, кстати, он молодец. И то, что он делает для людей, это уникально. И, кстати, очень хорошо. При всех движениях, которые против него идут, это раз. Во-вторых, с нашей точки зрения, это самый большой экспортер рынка труда. Да? То есть вся hospitality индустрия, да, то есть все отели, рестораны, то есть во всем мире работают на филиппинцах. Также у филиппинцев очень хорошо есть, у них есть английский. И колл-центры работают на английском. Но у них есть большая проблема, потому что их колл-центры, и сейчас чат-боты, допустим, вот и AI такого же уровня, что тебе не нужен филиппинец. Или там человек, который сидит и по-английски говорит. Тебе он даже не нужен вообще, ты можешь просто как бы сесть и делать все. Понимаешь? Максимальная автоматизация. И все, видишь. А на данном моменте, допустим, Филиппины гордятся тем, что у них там, знаешь, зарплата 300 песо. Я не помню, сколько 300 песо. 300 песо, по-моему, там, не знаю, там что-то, скажем, 33 доллара в день. Я говорю, ребята, извините, это как бы, и это заместитель мэра города, я скажу, не буду назвать города, заместитель мэра города мне говорит, ребята, у нас здесь зарплата такая. Я говорю, а тебе, блядь, самому не стыдно, что ты говоришь, что у твоих людей зарплата, блядь, мизерная? Знаешь, они, блядь, опа. Знаешь, то есть традиционное капиталистическое мышление, это ты приходишь, блядь, говоришь, зарплата 3 доллара, блядь, заебись, давайте 2,50, я беру все. Понимаешь? Значит, а здесь, как мы говорим, а тебе вот, блядь, не стыдно, на самом деле, что ты сидишь здесь, понимаешь? И здесь сидят на конце это, понимаешь? То есть я как об этом думаю. Это представляешь, если ты, допустим, лифт-оператор, блядь, скажем, в начале века, ты начинаешь вдруг себя чувствовать, когда в лифте получаются кнопочки, ты думаешь, нахуя вообще здесь нужен, блядь? И, понимаешь, народ как бы должен начинать понимать, что на самом деле очень много профессий, включая, допустим, фон-оператор, если мы говорим о Филиппинах, да, они уходят просто. И, понимаешь, последний, кто на этом корабле будет сидеть, им будет очень некомфортабельно, вот и все. Да. А это случится вот так вот, то есть очень, да, то есть, знаешь, там лучше у тебя иметь колл-центр, допустим, да, или там, просто digital колл-центр, как коробочка, компьютер стоит и на все вопросы отвечает. Вот и все. Это уже близко. И такие вещи, как София, это очень близко, очень приближают. Вот и все. И чат-бот, вот как раз AI, поехал, все. Все Филиппины без работы. Да, связки. И Индия причем, да. И Индия, Филиппины и Индия без работы. Что они будут делать вообще? Непонятно. Сегодня будет ивент NEM плюс Хронобанк. Да. Скажи, что вы сегодня будете представлять и какие у вас дальнейшие шаги развития и сотрудничества с NEM? Ну, NEM, смотри, с NEM и со всеми там ребятами, которые в NEM, да, мы очень давно, и мы, кстати, как бы Лона я считаю своим как бы хорошим другом, да, и как бы мы верили в NEM тогда, когда наша капитализация была ниже 10 миллионов, скажем так. Вся. И прикол в чем, что с NEM очень хорошо и напряжно работать, потому что они все как бы approachable, никто не зазнался. Это очень-очень уникально и прикольно. Понимаешь? И сейчас мы просто как бы пытаемся, вот тема этого как бы метапа, это изменение мира лучше, мы просто пытаемся сделать так, чтобы, скажем так, помочь с нашей точки зрения, мы поможем, естественно, как бы себе с их помощью и помочь им сделать так, чтобы приблизить, допустим, смарт-контракты на нами ближе. То есть, что еще народ не понимает с Хронобанка, что мы потратили столько времени всего сделать одну из самых лучших команд в индустрии.
То есть так подумать. То есть у нас, допустим, если все думают об SEO, ну, наша платформа для SEO одна из самых лучших. И много проектов, которые на ней собирали, и даже никто никак не заметил ничего, да. Но как бы, опять же, но де-факто они не понимают, что это Хронобанк. И мы это, опять же, мы не начинаем это сильно пиарить, потому что это надо для глобального зрения, но это не важно с точки зрения там, продажи человека часа. Понимаешь? Но с точки зрения, допустим, связей, которые ты получаешь из этого, вот это очень важно. Из-за того, что у тебя это есть. Понимаешь, это мега важно. И ну, через неделю, я думаю, я смогу рассказать, что там за фишечки будут и почему это получилось. Отлично. Вот. И как бы и здесь все как бы очень, просто надо иметь долгую игру. И вот у нас долгая игра. И в смысле, и с Немом, и опять же, с Немом очень приятно работать, и очень хорошие ребята. И поэтому как бы и мы с ними, как бы, знаешь, там мы, по-моему, были одни из оригинальных партнеров, наверное, понимаешь, и как бы и мы им помогаем, и они нам помогают, и поэтому как бы все. То же самое. Очень люблю ребят, Да. и сотрудничаем уже, мы их и привозили и в Украину, и в России, Да-да. в Москве делали ивент. Ну, красавчики вообще. Нет, и опять же, это удивительно, что, знаешь, ну, Джефф, допустим, да, то есть, опять же, при их возможностях они просто стали людьми. Но опять же, удивительно, знаешь, что с российской точки зрения это вообще пиздец удивительно. С австрийской точки зрения это нормально. Понимаешь, и как бы, и опять же, все ребята, с которыми мы работаем, даже Waves, допустим, да, вот Саша Иванов тоже мой хороший друг, да, то есть мы с ними тоже как бы партнеры, и мы друг другу помогаем там в определенных вещах, да, и как бы будем дальше работать в этом направлении. И как бы, ну, это хорошо, когда, знаешь, и почему мне нравится крипта, потому что все как бы это делаем для идеи, для комьюнити на самом деле, понимаешь? Мы пытаемся как бы и на самом деле все вместе, то есть мы берем такие знаковые проекты, да, которые кто-то где-то слышал, ничего там непонятное, да, а кто-то где-то слышал, да, мы пытаемся на самом деле все сделать для того, чтобы этот мир, блядь, стал лучше, понимаешь? Вот и все, понимаешь, что, допустим, ну вот так вот, то есть как бы я назову там всех ребят, которых я знаю, мы как бы идейные ребята, понимаешь? И это как бы уникально, и, знаешь, это идет против концепции, которая была последние 300 лет, когда все для себя, понимаешь? Ну, Вот и сейчас, к сожалению, до сих пор, скажем, теория Бродаун, она, ну, она не то что популярна, да она востребована в неких кругах. И когда человек приходит и говорит, я там хочу ICO провести, не имеет значения, скам это или не скам, но на выходе я хочу просто сделать Бродаун. Вот так. Не, ну видишь, здесь надо разделить, там, что такое скам, понимаешь? То есть все говорят SEO скам. И прикол в чем? Что сказав это, да, почему у нас, допустим, в Хронобанке такой вид, который мы делаем, да, то есть на широкую, то есть всех знать надо, и, там, со всеми там дружить там, и так далее. Потому что сейчас 2018 год, роудмэпы начнут сваливаться. Понимаешь? И никто нихуя не позакрывает. Понимаешь? И прикол в чем? И даже, понимаешь, ты можешь быть самым идейным человеком в этом мире. И у тебя может быть самый теоретически охуенный проект. Но прикол в чем? Вот раньше, допустим, венчурные вещи и венчурные ребята это отсеивали. То есть у тебя может быть недостаточно недостаточно опыта, допустим, в бизнесе. У тебя может быть недостаточно связи, у тебя может быть недостаточно того-то, ну, такого всего. Но, и у тебя, вот, соответственно, раньше вот венчур был таким как бы охранником этого дела. То есть если ты прошел через венчур, значит у тебя уже достаточно чего-то для того, чтобы им объяснить, что им это надо. А здесь получается, каждый криптоинвестор превращается в маленький венчур без опыта венчура. Понимаешь? И все проталкивается и делается в большинстве своем, понимаешь? То есть еще раз, у тебя может быть самый там охеренный проект туда-сюда, но у тебя может быть, там, не знаю, хромать сильно там условное там финансовое понимание этого всего, понимаешь? И вот это как бы сделает так, что на самом деле, ну, ясно, что из всех этих стартапов там останется только там, я не знаю, там 3% в лучшем случае, понимаешь? Единицы. Вот. Ну и вот, и как бы и здесь надо понимать, что как бы вот опять же в Хронобанке, допустим, мы всегда и говорили, что мы играем в долгую. И поэтому мы делаем это. И план Б есть, и план С, и план what the fuck we're gonna do. Почему? Потому что мы как бы вот я лично, как бы опять же, с риска, да, и плюс традиционных бизнесов. То есть вот, знаешь, поговорить о традиционных бизнесах, блядь, ну не знаю, есть такие бизнесы, которые у меня не было. Я включаю в этот список всякие там ночные клубы тоже. Понимаешь? Ну все, короче, понимаешь. И прикол в чем, что как бы мы все продумываем в долгую. И почему мы продумываем в долгую, например, в России не принято продумывать долгую вещь. Понимаешь? Потому что тебе надо быстро все сделать нахуй. А в Австралии, допустим, это принято очень сильно. Да? Потому что лучше создать что-то вроде annuity или лучше perpetuity, да, то есть для того, чтобы тебе постоянно капало. Потому что под это ты можешь занимать, под это ты можешь бюджетировать, под это ты можешь развивать и так далее. Все.
понимаешь? И здесь как бы у нас есть возможность это делать. И как бы, и поэтому как бы и все идет так, как оно идет. Но сказав это, то есть вот опять же SEO и так далее, опять же у тебя может быть мега крутая идея, но может быть в команде кого-то не хватать. Знаешь, вот, кстати, можно назвать тезис. Да? Это, конечно, аддок небольшой. Да? То есть там, короче, там они не договорились, там они не сделали, до свидания, и все, короче, все и что такое. И сейчас все сидят и не знают, что происходит. И начинается, то есть, видишь, все боятся в криптомине регуляции, но как только что-то происходит, все бегут сразу же к адвокатам для того, чтобы их регулировать, понимаешь? Знакомо. Да, видишь, все как бы Знакомо. странно. Да. Здесь, в России, в Украине, то, что я заикнулся раньше, здесь очень много, скажем так, пирамид, построенных на самом битке или крипте. То есть, потому что народ вроде слышал, биток растет, но народу не хватает, допустим, того же там, знаешь, умения или там мозгов, назовем это, или там этого, чего-нибудь для того, чтобы купить этот биткоин самому. Получается скамовые компании. Типа вот MLM-чиков непонятных, построенных на Мы битках. поможем вам купить биткоин. Да. Ну вот сразу приходит, вот я в последнее время воюю там с Elysium, да. То есть они пытаются объяснить, что они на самом деле по-честному. Но когда ты, допустим, продаешь Elysium 0.01 Elysium, да, 0.01 битка в 2 раза больше биржевой, и вот эти 2 раза, который остался, да, ты делишь на того, кто тебе принес это, и ты туда вписываешь какую-то домохозяйку, у которой это последние были там 13 тысяч, да, ну вот начинается пиздец. Понимаешь? Вот мне предлагали как бы в проектах участвовать здесь, да, фонды там туда-сюда. И, знаешь, говорят, давай фонд там делаем, это все будет вообще красиво и так далее. Вот. И фишка в чем? Я спрашиваю всегда, а какой размер входа? Значит, мне говорят, $100. Блядь. Я говорю, подожди, то есть вот у тебя будет бабушка, да, у которой пенсия 13 тысяч или 10, там, я не знаю, да, она меняет эти $100, да, то есть это 6 тысяч, это 60% ее пенсии, да, которая и так мизерная. Идет к тебе, и ты даешь, и ты ей что-то продаешь, но это, согласись, это абсурд. Абсурд. Почему? А он говорит, да, блядь, у нас же проценты там туда-сюда. А фишечка-то в другом, что в этом году были проценты, да, в битке. Но как они большие, блядь, надо понимать, что они могут быть такие же, блядь, маленькие. Понимаешь? И как бы не надо мне объяснять тебе и вообще всем в криптотусовке, да, что на 80% легко это все может упасть. Понимаешь? То есть ожидание, допустим, фьючеров будет не такое, мы об этом уже заикнулись, да, что все нахуй просядет на 80%, понимаешь? Но опять же, допустим, я и ты будем держать, потому что мы это видели, допустим, да. А народ, который там зашел, допустим, на соточки, по 100%, да, и потерял 80%, там, блядь, с ума сойдут, понимаешь? Крах. В том-то и дело, понимаешь? А и когда это последние твои 100, причем накопленные, из-за того, что ты колбаски не ел, это же абсурд. И вот ребята такие, как Elysium и Beats Club это делают. Вот я Beats Club, допустим, да, тоже MLM-чик, да, система. То есть ты можешь прийти, дать там, я не знаю, там 150 тысяч рублей или там 100 тысяч рублей, да, и тебе это будет каждый месяц выплачивать. А теперь абсурд, так от чего? А ты можешь просто эти 150 тысяч купить биток на него просто. И все. И все. И причем рост этого будет больше, чем тебе платят в этом Beats. Тебе не нужен Beats для того, чтобы держать это, для держать это за ручку. И знаешь, что я хотел сказать, в России это проблема почему? Потому что народ не хочет, блядь, подумать. Абсурд. Сами подумайте, что вы делаете. То есть мне пишут, вот, например, научите, опять же, торговать, научите, что такое биткоин и так далее. А ты возьми, знаешь, я говорю, в последнее время я понял, почему это так. То есть если ты в гугле набираешь, что такое биткоин, тебе сразу Говно. бух, понимаешь? Да. Как это избежать? Ты, блядь, в переводчике гуглском или яндекском пишешь, что такое биткоин, получаешь, what is биткоин, копи это, paste в Яндекс или в Google, what is биткоин на английском. Получаешь верхнюю, не спонсорскую, верхнюю страницу. Википедию. Да, допустим, да. Translate, блядь. И у тебя гугловский результат по-английски, который не нацелен на того, чтобы тебя заскамить. Тебе все это показывает, понимаешь? Так, это на самом деле очень очевидная вещь. Но, блядь, я тебе говорю, 90%, 95% тех, кто вообще об этом слышал, не могут, блядь, придумать, что погуглить можно по-английски. Вот, понимаешь, для меня как бы это логично. И для всех ребят, с которыми я работаю, знаю, это логично. То есть ты проверь информацию. Знаешь, даже учителя английского, которые вдруг начали биткоином заниматься, да, не могут, блядь, прогуглить. Ну вот, это такой абсурд, понимаешь? И это очень обидно. А почему это обидно? То есть с моей точки зрения, с твоей точки зрения, которые ребята здесь на самом деле за идею, за технологию и так далее, да, когда вот эти уроды, я их так назову, наскамят пенсионеров, да, тогда у пенсионеров что есть? У них есть время писать письма, блядь, в инстанции. Знаешь, я не начну писать письма и своему участковому, блядь, и своему, там, я не знаю, там, знакомому, блядь, и президенту. И когда у президента скопится писем, блядь, до хер знает, там, до Спасской башни, понимаешь, он скажет, ладно, это хуйня какая-то, давайте, чтобы это, понимаешь, кто голосует-то, понимаешь? И вот это абсурд.
И вот это, я считаю, нужно прекратить сразу. И на самом деле на Западе нельзя тебе продукты финансовые предлагать, если ты не, блядь, не sophisticated инвестор. То есть ты сам, если у тебя мозгов хватило это сделать, блядь, ты там должен быть. Если нет, ты там, скорее всего, не должен быть. Значит, вот это, кстати, важно. И вот это может даже вырезать и, блядь, всем нахуй кидать, если тупые вопросы спрашивают. И вот это я распиарю очень сильно, это я запарился уже говорить. Но это абсурд на самом деле. И мы как бы вместе должны сделать так, чтобы вот эти камеры и вот эти все уроды, блядь, не пришли Я сюда. даже не мог подумать, что на самом деле настолько серьезная проблема решается настолько просто. Да. Погугли по-английски, блядь, вообще нормально. Просто, блядь, переводчик. Вот, блядь, абсурд. Но так и есть. Это пиздец. Понимаешь? Я даже задумываюсь о том, что, ну, ладно, я автоматически могу там найти что-то на английском, на русском, потому что я свободно разговариваю на том и на том. Да. Я не задумываюсь, что чего-то может не быть в русскоязычном интернете, что есть в англоязычном. Да. Абсурд. Такое чувство, что ты мне Америку открыл только что, знаешь, через форточку. Вот такую просто огромную. Ну вот, ну просто видишь, и это взяло, для того, чтобы это подумать, это взяло мне в этом участие шоу, для того, чтобы народ мне начал писать массами и понять, в чем проблема. И это касается не только даже биткоина, это касается любой информации, потому что здесь как бы можно информацией управлять за счет того, что язык другой. Все. Понимаешь, я вот даже вот, допустим, вот в Орле я был. Я пытался научить, там, знаешь, там, я думал, окей, давай, как бы я нормально по-английски говорю, давай я там найду кого-нибудь там языковой центр и поговорю с ними на английский, то есть из-за этого мне там заплатят 500 рублей, что я там прожил сегодня, там, знаешь, ну, нахуй не надо, понимаешь. Они, блядь, на каникулах все, понимаешь, а фишечка в чем-то, вот, допустим, вот если да, с точки зрения английского, да, то есть мы все люди, ну, как бы не относиться, что вот мы ваши, наши и так далее, мы все люди, по сути, да, то есть как это сделали в Северной Европе, да? Фильмы, блядь, перестали дублировать, Да. все. Перестаешь дублировать фильмы, блядь, и все вдруг говорят по-английски. Внезапно. Внезапно, блядь. Это пипец, это же тоже элементарно просто. Ну, неважно. Ну, если люди, если вы хотите знать, что такое биткоин, да, или хотите это, пожалуйста, прогуглите это по-английски и используйте переводчик. Лучше ошибка переводчика, чем ошибка системы. Вот которая вот именно, что вам накидает это. Потому что, чтобы вы понимали, и в Яндексе, и в Гугле вещи появляются вверху, потому что человек за это платит. И по биткоинам я уверен, что сейчас, наверное, сколько клик? Долларов 20 может стоить, да? Может быть, даже 35? Ну вот, и поэтому, то есть для того, чтобы быть наверху Гугла или Яндекса, люди заплатили $35. То есть откуда-то они должны это обратно получить. И это будет с вас, если вы не сделаете свою домашнюю работу в этом плане. Вот, это Золотые слова. Просто, да. просто. Ну зато ты знаешь, что когда вот все эти уроды как бы надурят людей, мы тогда с тобой сможем сказать, вот смотрите, 9 числа декабря мы пытались это еще раз донести до людей. И мы как постоянно это будем пытаться. Ну, в смысле, это абсурд. Потому что, видишь, сразу же все думают, о, биткоин это пирамида. Игра в долгую. Игра в долгую, в том-то и дело. Что мы пытаемся сделать. Вот. Я в шоке вообще. Ладно, что ты. Да. Нормально. Слушай, Да. на самом деле, мне кажется, мы обсудили практически все. У нас последнее всегда, что мы делаем, мы дарим подарки подписчикам. За какой-то вопрос, или может быть за то, что они там, допустим, что-то должны сделать. Кстати, да, смотри, да, это я согласен с этим. Давайте так, вот сейчас у нас нужна, нам нужен человек в команду. Да? Кто вам нужен? Ну, нам нужен помощник вот Александры. Да? И в смысле помощник, то есть начиная там с комьюнити-менеджера туда-сюда там, и так далее. Он может на самом деле, может быть, даже блокчейн ничего не знать. Да, ну как часть человек, который не знает о блокчейне, человек, который знает о блокчейне, это тем, что они, блядь, это изучают. И давай сделаем так, вот как бы подарок такой будет, да. Давай, если это человек, нам без лишнего там шороха, допустим, в 3 линиях, потому что у нас нет времени, в размере твита, допустим, да, или там в телеграм-канале там объяснит, зачем нам с ним работать, тогда ему дадим давай, сколько там, ну 50 тайма, да. То есть 50 тайма, это по нынешнему курсу там, немного упало, да, но это что-то баксов 750, плюс зарплату, плюс с нами работать, возможность работать с нами. Вот это так. Охуенно. Ну, давай так. Давай. То есть и для начала человек должен, естественно, по-английски говорить очень свободно. Да. И нам не важно, это как бы там девочка, мальчик, там пенсионер, не пенсионер, главное, чтобы были мозги. Понимаешь? Вот, если это будет, давайте так сделаем. Прекрасно. Все, тогда кто хочет попасть в команду настоящих профессионалов, Telegram, Twitter, Facebook страница, контакты мы еще сделаем, опубликуем под видео, пишите, добивайтесь. Да, просто потом, понимаешь, что обычно, и мозги обычно видны, я тебе так сразу скажу. Конечно. С первых 3 слов, даже и в тексте.
Ты понимаешь, просто, ну как бы уже опыт, понимаешь, вот и все. И почему мне крипта нравится, да? Вот еще одно очень хорошо. Это как бы вывело всех мега умных ребят, да, из тени банкиров и вот всего этого, то, что происходит, понимаешь. Сейчас у любого ботана, еще раз, я имею это, сейчас уникальное время в человечестве, у любого ботана и человека есть возможность попытаться изменить этот мир в лучшую сторону. Потому что им не надо сейчас, там, знаешь, просить там у кого-то там что-то, какого-то разрешения. То есть, видишь, мега умные люди обычно, может быть, знаешь, ты не можешь быть мега умным и социально крутым, скажем так, в одном лице. Понимаешь? Да. Ну, то есть, как бы и случаются уникумы, да. Ну вот, но если ты мега умный, у тебя могут быть проблемы объяснить, допустим, какому-то банкиру, для чего это что-то надо. А у нас есть возможность в наше время, когда мы живем, кстати, удивительное время, сделать так, что мы все можем повлиять на этот мир и изменить его в лучшую сторону, и не сделать так, чтобы возвращаясь, допустим, к войне, чтобы это нахуй не произошло. Понимаете? И будем надеяться, что в очередной раз, блядь, человечество не сделает очередную ошибку для того, чтобы просто так, блядь, скажем так, умирать за чьи-то деньги. 100%. Если умирать, то, скорее всего, лучше за свои, а лучше вообще не умирать. И использовать деньги для того, чтобы не умирать. Вот и все. И как бы это... Но это все равно не лучшее использование денег. Да, конечно. В смысле, это, естественно, не лучшее использование денег, понимаешь? Что людям надо жить, у нас всего одна жизнь, понимаешь? Точно мы там, не знаю, там, как бы... Ну, то, что происходит сейчас, это, конечно, абсурд. И можно разговаривать там и политики, и там, знаешь, и об этом, как бы... Много абсурда в этой жизни. Нужно вносить теплые, яркие краски в жизнь. В любом случае. Конечно, как твои штаны. Yes. Вот, вот. Посмотри, кстати, на штаны, да? Любимый. Именно, да. Любимый. Вот. Не, естественно. А так, да. Ну, в смысле, и опять же, видишь, как бы будем надеяться, что народ, посмотрев это, на самом деле, как бы заинтересуется этим, и заинтересуется это с точки зрения именно технологии, не с точки зрения там спекуляций, потому что если вы только сегодня услышали об этом и только подумываете, как это спекулировать, вы уже опоздали, ребята. До свидания. И как мы можем рассказать, как свечки быстро Падает. понимаешь, как быстро падает, когда сеть заблокирована, да, до свидания, и там 3 свечки сразу на $3000 вниз. Ну, так мы же это видели, правильно уже? Конечно. Вот. Да. Конечно. Конечно. Валерьян купили. Сережа. Да. Окей, давай. Лучший. Как Лучший. всегда, приятно. Спасибо большое. Да, спасибо, что пригласил. Нам сейчас надо идти, кстати, метап с тобой делать тоже. Да? Ну да, Да. на мероприятие. Всем привет, спасибо, ребята. До Спасибо встречи. большое.